Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку изумительно вкусный торт «Находка». Торт действительно находка для тех, кто очень любит всевозможные нежнейшие изысканные творожные запеканки, чизкейки и всю выпечку этого плана. Этот торт со вкусом нежнейшей, просто изысканной творожной запеканки. Этот торт оптимально подходит для тех, кто даже в свадебные ярусные торты, в средний ярус, заказывает творожную запеканку. Много таких людей встречается, поэтому вот это находка и для кондитеров, и для тех, кто будет кушать этот торт. Бисквит здесь буду использовать «Молочная девочка». Недавно рецепт этого бисквита был у меня на канале. Очень многие спрашивали в комментариях, какой же торт с этим бисквитом можно приготовить. Вот сегодня представляю вашему вниманию именно этот торт. Сначала приготовим бисквит «Молочная девочка». 6 яиц среднего размера, комнатной температуры. Я разделяю на желтки и белки, и пока что все это отставляю в сторону. 300 грамм размягченного сливочного масла. Добавляю туда сейчас 8 грамм ванильного сахара, и от общего количества сахара 150 грамм я добавляю примерно 1/3 к маслу и взбиваю все это около 2 минут. Добавляю сейчас к маслу 210 грамм сгущенки, обычного сгущенного молока с сахаром, и все это взбиваю 2-3 минуты, чтобы масса такая стала пышная. Щепотку соли туда добавляю. И также сейчас добавляю к маслу все желтки. Когда мы разделили яйца на желтки и белки, желтки не должны долго стоять, иначе они у вас будут покрываться пленочкой. Поэтому все здесь нужно сделать быстро. Прорабатываю сейчас желтки с маслом, чтобы масса объединилась. Очень нежный, такой же устойчивый крем как бы получается на вид, так и должно быть. Просеиваю сейчас в масляную смесь 330 грамм муки. Разрыхлитель здесь я не добавляю. Подробно об этом бисквите я говорю в отдельном видео по бисквиту «Молочная девочка». Нежнейший этот бисквит можно кушать как самостоятельный десерт. Теперь буду взбивать белки. 6 белков у меня здесь среднего размера. Добавляю туда сейчас весь оставшийся сахар, примерно 100 грамм, порциями. Вот так вот, очень бережно. И взбивать я буду сейчас всю эту массу около 5 минут. 4-5 минут. Это моим маломощным миксером. Также к белкам добавляю 8 грамм еще ванильного сахара. То есть в бисквите у нас будет 16 грамм сахара ванильного. Вот такая пышная, устойчивая меренга должна получиться с подрагивающими пиками. Так и должно быть. И теперь все это бережно, всю белковую массу я вмешиваю к основному тесту. Сначала первую порцию белка нужно очень основательно вмешать, чтобы тесто уже стало более податливым, мягким, и потом уже легче нам будет вмешивать все остальное круговыми движениями, естественно. Все это нужно делать обязательно лопаткой, ни в коем случае миксером ничего не вмешиваем. И тогда у вас все получится. Выпекать сейчас я буду уже в заранее разогретой духовке на 160 градусах Цельсия, то есть выпекается он не быстро, этот бисквит, но он того стоит. Нежнейшая выпечка получается, просто тающая во рту. 22 сантиметра в диаметре у меня будет торт, форма здесь у меня без дна, просто кондитерское кольцо, застелила его фольгой. При 160 градусах Цельсия примерно 1 час 10 минут у меня выпекался этот бисквит. Режим вверх-вниз без конвекции. Духовку во время выпечки, конечно же, я не открываю. Вот так выпекся бисквит. Нежнейший, необыкновенно сливочный. Я его сразу же извлекаю из формы, как только я могу дотрагиваться до формы. Он у меня остывает вот так дном вверх на решетке. И еще в не до конца остывшем виде я его уже нарезаю на 4 коржа. Коржи невысокие такие, но этого мне будет как раз достаточно. Очень сливочный, удивительно ароматный и нежный бисквит получается на вкус. Всем советую настоятельно его готовить. 4-й корж у меня от шапочки вот такой. Немножко он где-то может быть и неровный, но это все пойдет. Шапочку ни в коем случае не выбрасываем, я ее буду использовать сейчас для обсыпки торта. 500 грамм замороженной вишни. Туда я вливаю 150 миллилитров воды и отправляю все это на плиту и довожу сейчас до кипения.
просто до кипения. Мне нужно просто, чтобы это все у меня быстро разогрелось. Вливаю в ту емкость сейчас, где я буду пробивать эту массу блендером, просто чтобы получилось у меня вишневое пюре. Также беру 40 грамм кукурузного крахмала и 200 грамм сахара. Перемешиваю. Вливаю в эту сухую смесь немного жидкости вот этой вишневой. Сейчас все это переливаю в ту кастрюлю, где у меня вишня разогревалась. И отправляю сейчас все это на плиту и довожу до кипения и до загустения массы. Важно, особенно для новичков, так как мы горячей очень массой заливали крахмал с сахаром, все это размешать до той степени, чтобы не было никаких комочков. Иду сейчас на плиту. Увариваю это все, довожу до кипения на умеренном огне в кастрюле с толстым дном, естественно. Когда пошли первые пузыри, 30 секунд провариваю и снимаю с огня. Переливаю в ту емкость, где у меня масса будет остывать хотя бы до комнатной температуры. И делаю крем очень быстрый. 400 мл очень холодных сливок для взбивания, 16 грамм ванильного сахара, 16 грамм загустителя для сливок и 120 грамм сахарной пудры. Взбиваю все до мягких пиков. Теперь, когда получились у меня уже такие мягкие пики, я добавляю туда 500 грамм сыра Филадельфии и 250 грамм сыра маскарпоне. Конечно же, сыры тоже очень холодные. Можете просто обычный творожно-сливочный сыр брать, но с Филадельфией еще вкуснее будет. И взбиваю все это уже до устойчивых пиков. И сразу уже можно начинать сборку торта. Пропитываю каждый корж. Примерно 250 мл молока у меня на это ушло. Я крем поделила на весах. На каждый корж у меня ушло по 300 грамм крема. Остаточек у меня уйдет на украшение тортика сверху, остаток крема. Делаю вот такие борозды из крема. И между этими бороздами буду уже отсаживать ягодную начинку. Тортов у меня огромное количество разных на канале. Вот с таким вкусом торта еще не было. Это торт действительно находка для тех, кто ищет в каждом десерте вкус своего любимого чизкейка или запеканки. Таких людей очень много, и много их, наверное, в каждой стране. Я очень давно в Германии живу, и у нас здесь Käsekuchen знаменитый, то есть немецкий творожный чизкейк. Это, можно сказать, национальный кухон, то есть национальный пирог. И местное население настолько его любит, что готовы кушать его даже в свадебных, юбилейных, ярусных тортах. И немцы это не исключение, а во многих странах очень любят запеканку творожную, и поэтому я решила сделать вот такой торт. Эту вишневую прослойку я поделила также на 3 части и из кондитерского мешка отсаживаю вот так между этими бороздами из белого крема. В торте здесь, в этом, так как мы хотим добиться вкуса именно нежнейшей запеканки, чизкейка, такое важное замечание по поводу вот этой ягодной прослойки. Здесь не нужно брать доминирующую во вкусе ягоду. Я не советую здесь брать клубнику. Максимум, что здесь вместо вишни можно брать, это малину или какие-то экзотические ягоды. Вот этого брать я не советую. Можно также взять красную, именно ни в коем случае не черную смородину, либо же что-то такое нейтральное во вкусе, то есть кислые ягоды, но очень нейтральные во вкусе. Самый бюджетный вариант и подходящий — это, конечно же, вишня. Все коржи я сейчас собираю вот таким же способом. Также делаю вот эти борозды из крема, наполняю их потом ягодным наполнителем. Все делаю абсолютно одинаково, просто чтобы здесь не затягивать видео, я это не показываю. Ставлю в кондитерское кольцо, убираю в холодильник. Торт я на ночь убирала в холодильник. Я снимаю с него сейчас ацетатную пленку, и также остаток крема, который я оставила на украшение торта, я тоже убирала в холодильник. Шапочку от бисквита я измельчала в измельчителе. Руками измельчить невозможно. Сейчас делаю такой ориентир при помощи миски и обсыпаю вот все, что у меня осталось также. По поводу ягоды я сказала, также крем здесь в торте я не советую ни в коем случае заменять на заварной. Максимум вы можете заменить отвешенной сметаной. Все эти сыры, которые здесь представлены, опять же, все зависит от страны вашего проживания. У меня, допустим, в моей стране, где я живу, сметана и сыры стоят в принципе одинаково. Даже где-то может быть сметана и дороже. Поэтому для меня сметана – это не такой уже бюджетный продукт, если это сметана большого процента жирности, не 10%, я имею в виду.
Посыпала также крошкой из белого шоколада, и остаточки у меня от вишневой прослойки оставались, я также ими задекорировала. Разрезается прекрасно, шикарнейший разрез у этого торта и необыкновенно просто вкусный. На вкус он получается именно со вкусом нежнейшей, изысканной творожной запеканки. Это не вкус такого домашнего творожного тортика, ни в коем случае. Послевкусие такого дорогого, очень вкусного сливочного творожного чизкейка. Кто живет в Германии, девочки, знают, вкус Käsekuchen получается на вкус вот послевкусие этого торта. То есть запеканки нежнейшей. И дается это послевкусие именно благодаря вот этому нежнейшему мега-сливочному бисквиту «Молочная девочка» в сочетании с нейтральной ягодной начинкой и вот с этим очень нежным сырным кремом. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.